Они похожи на пришельцев с другой планеты. Могут принимать различные формы, быть разных размеров и цветов. Невероятно красивые существа, наделенные суперспособностями. Морские голожаберные моллюски. Всем привет! Сегодня мы расскажем вам об очень интересном и необычном животном, о существовании которого вы наверняка даже не подозревали. Это самый маленький и самый дорогой хищник из тех, что у нас есть. В глубине морей и океанов, на коралловых рифах, живет более 70 тысяч видов голожаберных моллюсков, размером от нескольких миллиметров до 60 сантиметров. Причудливая форма тела варьируется от вытянутой до почти круглой. Верхняя сторона тела может быть гладкой или бугристой с различными выступами. Окраска включает все мыслимые и немыслимые вариации цветов и рисунков. Полоски, точки, крапинки. Как будто это детские рисунки, а не живые существа. Причем у одного и того же животного цвет меняется в зависимости от пищи, которую он съел. Невероятно. Зрители, которые уже давно с нами, знают, что у нас есть морской аквариум. О нем еще не снято полноценных видео, он лишь пару раз появлялся в наших роликах, но мы обязательно исправим эту несправедливость. Так вот, многие аквариумисты-моряки сталкивались с такими вредителями, как анимона айптазии, они же стеклянные розы, и мы не исключение. Айптазия – это настоящий бич морских аквариумов. Если не предпринимать экстренных мер по ее удалению, она может заполонить весь аквариум. Что мы только не делали. Выдергивали их пинцетом, обжигали кипятком из шприца, но все было тщетно. Они появлялись снова и снова, мешали расти нашим кораллам, обжигали и ранили их. Случайно мы узнали о голожаберных моллюсках-бергиях, которые, по словам бывалых моряков, могут быстро и бесследно уничтожить всех айптазий в аквариуме. Найти в продаже бергии оказалось очень непросто. Мы перерыли все интернет-магазины и сайты с объявлениями и нашли лишь одно объявление в нашем регионе. Эти малютки оказались довольно дорогими. Бергии размером 1,5 сантиметра обошлись нам в 750 рублей за штуку. Максимальный размер этих малышей всего 25 миллиметров. Как и у обычных улиток, о которых мы, кстати, недавно рассказывали. Если вы еще не видели, то обязательно посмотрите этот ролик, он получился очень интересным. Так вот, как и у обычных улиток, у голожаберных моллюсков органы зрения находятся на верхних щупальцах, а органы обоняния на нижних. Но что самое необычное, у голожаберников нижние щупальца, ринофоры, могут чувствовать одновременно и запах, и вкус. Удивительно. Пока мы посадили бергий в отдельный маленький аквариум. Хотим попробовать их размножить, а уже потом запустить в общий аквариум. А чтобы бергии не умерли от голода, мы будем доставать айптазии из большого аквариума и скармливать их нашим малышам. Бергии оказались на удивление прожорливыми, и я начинаю верить в то, что они действительно могут полностью очистить аквариум от айптазий. Если вы хотите узнать, что из этого получится, то обязательно подпишитесь на канал и включите колокольчик. Кисточки-папиллы на спине голожаберников нужны вовсе не для красоты. Они выполняют сразу несколько функций – дыхание, пищеварение и защита. Попадая внутрь, еда равномерно распределяется и усваивается. Голожаберные моллюски питаются медузами и актиниями, которые защищаются от нападений с помощью стрекательных клеток, выстреливающих ядовитыми нитями. Моллюски научились обходить такую оборону и даже использовать ее в своих интересах. От стрекательных клеток их защищает толстый слой слизи, а при попадении в пищеварительный тракт моллюска стрекательная клетка переваривается не полностью. Самый опасный ее элемент, нить, остается целой и транспортируется через печеночные протоки в жаберные выросты. На конце каждой папиллы
имеется крошечный мешочек с отверстием. Вот в него и откладываются нити. Когда рыба пытается съесть моллюска, ее жалят стрекательные нити, и она бросает свою добычу. Казалось бы, простые слизняки, а обладают такими удивительными способностями. Поразительно. Что вы думаете об этих необычных созданиях? До этого ролика вы вообще знали, что они существуют? Напишите в комментариях. Прошло некоторое время, и мы увидели на стенке аквариума кое-что очень странное. А вот что это, вы узнаете в одном из наших следующих роликов. Не забудьте поставить лайк. Мы старались для вас. До новых встреч. Пока-пока.